Представители знака зодиака Рак, здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 28 августа по 3 сентября. На этой неделе лето встречается с осенью, так быстро летит время. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. Конечно, будем реалистами, любой прогноз – это лишь прогноз. Но я так надеюсь, вы люди интуитивные, поэтому какой-то инсайт вы все равно получите. Или мы проведем приятно с вами время, я искренне на это надеюсь. И мы немножко изменим формат видео, разложим вот таким образом карты, но сохраним те же самые вопросы. И первый у нас будет, что важно знать. Что важно знать? Абсолютная ваша сила, но это карта великого манипулятора, мои дорогие представители знака зодиака Рак. Да? Слабая девушка воздействует на льва, и тот ей подчиняется. Почему? Потому что не чувствует агрессии. Вы великие дипломаты, и у вас, наверное, природа вас одарила таким качеством. Вы умеете выслушивать, понимать людей. Может быть, понятно, вы не со всеми соглашаетесь, но вы умеете свою точку зрения как бы держать. И в то же время принимать людей такими, какие они есть. Не вступать с ними в какую-то полемику. Видимо, вот ваша доброжелательность вкупе с вашей интуицией даст вам правильные подсказки, где действовать, а где, может быть, отступить полшага назад. Вообще ресурсная неделя в плане того, что, я бы сказала, не то, что мы буквально что-то много тут можем совершить, хотя и такое тоже подразумевается, но у каждого ведь своя какая-то личная история. Поэтому карта нам говорит, вот как ты считаешь правильным, вот так и действуй. Может быть, это вообще будет какое-то бездействие. Может быть, вы придете к выводу, что каким-то делом не нужно вовсе заниматься или форсировать что-то. Ну так просто примите к сведению, что ваше мнение, оно будет самое правильное. Но, повторюсь, энергии у вас и возможностей как раз достаточно. Сильная позиция, в принципе. Давайте мы узнаем, чего не избежать. Какие-то ваши, наверное, планы. Может быть, не избежать нам где-то, когда мы двойка жезлов, да? И вашим, и нашим. Может быть, на этой неделе нам придется так, словно одновременно на двух стульях пытаться усидеть. Или с чем-то придется определяться. Все-таки два пока жезла. И человек нам показан, который смотрит вдаль, он уже что-то задумал, но пока либо момента какого-то нужного поджидает он, тут буквально он ждет, когда корабли зайдут в гавань. Вот и вы так можете тоже ожидать какого-то известия, документа, может быть так, да, или пока какая-то обстановка может быть определиться, или что-то для вас будет абсолютно ясным. Но пока не принять как будто ни одну позицию, ни вторую, не принять, может быть, какое-то однозначное решение, или нам придется из чего-то выбирать, но карта не говорит, что вот именно эта карта. Она говорит лишь о том, что с чем мы можем столкнуться, как неожиданность. Вот неожиданность, да, может быть такой выбор. А может быть этот выбор, он уже у вас стоит на повестке дня, потому что карта достаточно мелкая. Она может свидетельствовать, что это какая-то ситуация ваша, вот такая двойственная, она ведь может и продолжаться тоже. Поэтому с чем-то определяться придется, но сказать, что вердикт мы выносим, я бы тут, наверное, не сказала. Хотя все зависит от ситуации, решать только вам. Карта «Сила». Давайте мы спросим, что важно знать, чего не избежать, чему сейчас не время или что нам может помешать. И у нас выпадает еще одна двойка, посмотрите. Двойка пентаклей. Вот интересно, чего не избежать. Если у нас двойка, это всегда двойственность. И мы с вами сказали, словно приходится усидеть на двух стульях, да? А здесь как будто что нам может помешать? Где-то отчасти, когда и вашим, и нашим, тут тоже нам может помешать. И если мы начинаем заниматься какой-то многозадачностью, видимо, нам это тоже может помешать. Я бы сказала, с учетом двух карт, но в противоположных значениях, мы все-таки должны заниматься только тем, что для вас лежит в основе. И принимать, если, допустим, вам нужно какое-то важное решение, то исходя из ваших личных видений момента или остроты момента, обстоятельств, все-таки старший аркан, и каждый из вас в какой-то своей обстановке. Но с другой стороны,
нам все-таки в позиции, что нам может помешать или чему сейчас не время. Когда мы пробуем себя в новом деле, или когда мы откликаемся на какие-то предложения, и вот этому сейчас не время. Значит, какую-то свою позицию мы сохраняем. И вот эту многозадачность для себя как будто, наверное, не устанавливаем. Все-таки, что для вас будет сейчас в приоритете, это будет важно, нежели включаться в какие-то вопросы или предложения, пусть они и заманчивые, мои дорогие, но, видимо, вам туда, может быть, не нужно. Или, кто знает, может быть, в последующем изменится обстановка кардинально по двойке пентаклей. Есть такое значение. Ничто так не постоянно, как перемены. Поэтому и по части совета эта карта содержит такой, что не давай кому-то обещаний и сам каким-то обещанием таким высоким, или я тебе там в чем-то помогу, или я тебе окажу какую-то услугу. Нам карта тоже говорит, не доверяй. И не потому, что нас кто-то нарочито хочет обмануть. Нет, будут перемены, и у человека что-то может меняться. Поэтому рассчитываем мы здесь больше сами на себя. Если мы где-то пытаемся сразу заняться несколькими делами, даже, может быть, и перспективными предложениями, мы можем, скорее всего, упустить что-то свое. Или в последующем мы начнем какую-то тему, выберем, допустим, на этой неделе, или план действий составим, а может быть через пару-тройку дней опять обстоятельства поменяются, и нам придется опять что-то корректировать. То есть, видимо, нет какой-то постоянности, и еще действительно какая-то неопределенность может быть на этой неделе, и сложно какую-то стройную канву или увидеть логическую цепочку развития событий будет. Давайте мы узнаем, а что нам будет помогать. Для кого-то это может проиграться, что нам буквально будет помогать какая-то поездка или какой-то переезд. С одной стороны, уход. И у кого-то может проиграться уход конкретного человека или отъезд, или ваш отъезд. Что нам будет помогать? Может, у кого-то правда. Чтобы определиться с чем-то, нам тут сказали, что какая-то зыбкая ситуация может быть. Так вот, мы можем куда-то отправиться, чтобы на месте с чем-то разобраться. Хотя по этой карте есть еще такое, что мы словно ищем решение сложного вопроса, и мы находим. Мы можем оказаться словно на выборе каком-то, и тогда тоже Соломоново решение мы можем принять. Мы ищем выход буквально, и мы его увидим. У кого-то это проиграется в работе, в бизнесе, когда сейчас такая мутно-непонятная обстановка, и, может быть, меняется руководство, меняются какие-то законы, меняются какие-то постулаты на вашей организации. И пока невозможно определиться, куда будет в дальнейшем дуть ветер, кто там будет у руля стоять. Вот и такое может быть. А у кого-то из вас это совпадет с вашим переездом или с поездкой, или с бизнесом, который тоже, может быть, предполагает какое-то расширение или участие на какой-то другой территории. С одной стороны, на своей волне должны быть, а с другой стороны, не включаться в решение тех вопросов, которые пока, может быть, и перспективны, но перспектива мутная. Не давать обещания, я бы сказала, людям, потому что вы можете переиграть свои планы тоже. Оставайтесь, наверное, где-то в фарватере тех интересов, которые у вас уже на эту неделю сложились. Так будет самое правильное. Давайте мы узнаем, а что от меня скрыто. Вот та самая карта, по которой, это я ее называю информационного хаоса. Какая-то информация может приходить к вам настолько разрозненная, неопределенная, или много людей, может быть. Не есть тут что-то скрытое, а просто, видимо, эта неделя будет для многих из вас сопряжена с большим объемом информации или с большим количеством людей. И сложно сделать какой-то выбор, или сложно сделать вообще с чем-то определиться. Сказать, что на этой неделе что-то, какая-то обстановка вырисуется более конкретно, я тоже не могу, потому что вокруг карты полной неопределенности. И еще как две двойки, так и пятерка жезлов, информационный хаос. Давайте мы посмотрим по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. А здесь у нас про семью или про личную жизнь. По крайней мере, есть какая-то любовь у вас, мои дорогие. И значит, есть то, что нас определенно радует.
И я бы сказала, если вопросы касаемые именно вашей личной жизни, то здесь вы что-то себе в плюс решите определенно, чем-то вы останетесь довольны. Все-таки десятка кубков может говорить не только о, ну, как отношения, да, это полнота, благополучия по этой карте идет. У кого-то могут пройти вопросы, связанные с детьми, или вопросы, связанные с недвижимостью. Может быть, и вопросы, связанные с переездом тоже, повторяюсь, да. Но я тогда вижу, что у вас да, практически все перспективы сделать все так или обустроить так, как вы хотите. Поэтому дважды свои силы следует растрачивать только на то, что в ваших приоритетах и интересах, и само по себе ваше благополучие, оно будет на первом месте. И как раз вы-то ведь знаете, чего вы хотите, в принципе. Вот где-то в этом фарватере как будто и нужно находиться на эту неделю и этим заниматься, и у вас все получится, понимаете? Вот тут само по себе благополучие, тут где-то может пересечься вопросы с деньгами отчасти, так и с вашей любовной какой-то историей, так и семейной какой-то истории. Есть что-то на повестке дня, что вас определенно порадует. Давайте мы узнаем, а что же у нас по финансам. И я хочу достать вот отсюда карту поглубже. Карта харизматичного лидера. Ну, деньги он не тратит, это точно. Белые перья вокруг головы нашего короля жезлов как раз говорят о том, что есть желание что-то осуществить. Но обратите внимание, вот все то, что я сейчас сказала. И король-то жезлов никуда не спешит, он сел обдумать. И белые перья говорят о том, что он честен сам собой. Он правильно умеет оценить ситуацию. И, в принципе, на деньги все то, о чем мы сейчас говорили, нам и говорят. Не спеши, сначала все просчитай. Подожди. Может быть, какая-то обстановка сама прояснится. Или определенно будут еще перемены. Что-то будет меняться, и какой-то свой конечный вердикт, наверное, не на этой неделе выносить, если есть в плане покупки. А вот очень хорошо, может быть, что-то просчитывать. Но я бы не сказала, что идеальная неделя для того, чтобы мы что-то покупали, такое грандиозное. Но еще и с учетом ретроградной Венеры, которая у нас только 3 сентября как раз будет выходить из ретро-движения. И потом, глядишь, на оси отношения, финансы, что-то будет более конкретно прояснено. Вполне вероятно. Давайте мы узнаем про личную жизнь. Вот отсюда достанем карту. Вот так, карта Верховная Жрица. И для кого-то из вас это может быть, с одной стороны, не обязательно про любовь, может быть и о вашей личности, и просто о той ситуации, которую я сейчас, по сути, обрисовывала все это время, что пока что-то не определено. И это карта тайных знаний, это карта интуиции. И тогда она вам советует, поскольку это карта независимости, то сохранять свои собственные позиции. Независимое положение, не включаться в решение вопросов, те, которые больше нужны людям. С другой стороны, хоть не совсем напрямую, но все же по финансам. Деньги, мы говорим, что это один из способов взаимодействия с миром. И поэтому, прямо скажу, какая-то заначка, поверьте, вам будет очень в тему. Мы не должны словно быть обесточены или оставаться без ресурсов с учетом аркана старшего сила. Значит, какая-то энная сумма денег, которая у нас, ну, как неприкосновенный запас для нас самих добавит уверенности в завтрашнем дне. Пока сложно с чем-то определиться, сама по себе неделя может проходить ни шатка, ни валка. Правда, что-то отстраивается. И если мы говорим с 3 числа, у нас как раз Юпитер уходит в ретро-движение, а это планета, провластная планета, планета какого-то порядка, какой-то организации. И здесь нас могут какие-то события из прошлого, словно повторяясь, возвращать к чему-то. С другой стороны, Уран, мы говорим, планета, называют ее планета-разрушитель, я бы сказала, небесный ускоритель, с 28 августа уходит тоже в ретро-движение.
И, как ни крути, есть какая-то ломка шаблона. Ну и все остальные планеты, которые же тоже практически всю неделю у нас в ретро-движении, это и Плутон, это и Нептун, это и Сатурн, это и Венера, как я уже сказала. И вот такое грандиозное ретро-движение, оно не дает нам пока, наверное, с чем-то наверняка определиться на будущее. И я бы сказала, определиться можно, но вот методы пока явно непонятны на этой неделе. Поэтому неспешность, наблюдение, интуиция и какие-то свои, вот наверняка те вопросы, которые вы точно знаете, в каком ключе для вас могут проиграться. Вот этому уделить время или внимание, но и сохранять собственную силу. Несмотря на то, что у вас сейчас ресурсное состояние, как будто не имеет смысла растрачивать самого себя на какие-то, ненужные дела или те дела, которые нужны кому-то, или какие-то пустяки. Вот подведя итог, я могу сказать только эту фразу. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Определенно десятка кубков нас что-то порадует, а все остальное, значит, отложим на потом. Просто понаблюдаем. Будьте счастливы и любимы всегда.